Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня такая у нас погода. Мне сегодня еще к зубному врачу ехать. Но вроде как нормально. Сейчас я сделаю себе завтрак, как всегда. И заодно салат на целый день. Там отруби. Ну, в общем, все приготовлю, чтобы мне ничего не нужно было делать вечером. Потому что к зубному мне к 4 часам. И, соответственно, потом еще нужно зайти в магазин, может быть, погулять. И приеду я не раньше там 9 вечера. И, в общем, готовить мне совершенно не будет никакого желания. Также приготовлю собаке суп, потому как закончился. Как раз к моему возвращению он остынет. Сейчас вот варю себе кашу, потом буду варить собаке гречку. Хотя у него одна порция в холодильнике стоит, но я всегда делаю на одну больше. Все продукты для себя я взвешиваю. Так. Ну, поскольку не то чтобы спешу, но нужно сейчас до отъезда все сделать. Сейчас, в общем-то, раннее утро. На столе тут все наставлено. Я постаралась сразу все продукты положить, чтобы были поблизости. Но, наверное, сегодня, если будет время, я даже с вечера приготовлю там огурцы, морковь. Натирать не буду, но помою, почищу, чтобы на это утром тоже время вообще не тратить. Но это если будет время сегодня и силы. Сегодня просто будут лечить зуб, перелечивать, потому что до этого просто там пломбы, все дела, а в этот раз будут перелечивать, ну и, может быть, вообще поймут проблему, почему так случилось. Так как, в общем-то, из-за этого зуба, я подозреваю, все проблемы остальные к зубам не относящиеся. Авокадо, это еще, конечно, дойти должен был. Наконец-то я косточку научилась вытаскивать быстро. Ну, вообще, по идее, надо авокадо купить уже сейчас еще одно, чтобы пока неделю я буду есть это, там уже поспело все. С другой стороны, тогда уже, если поспеет, то выдержит ли еще неделю, вот вопрос. Наверное, через пару дней куплю. Бутерброд. Мне очень понравилось сделать бутерброд именно с хлебцами доктор Кернер. Это очень вкусно, ну и гораздо полезнее, чем просто кусок хлеба. Нет, хлеб, конечно, домашнего производства, он вкусный, но как бы получается бесполезно. Достаточно калорийно, ну и магазинный тоже. Короче, за счет такого хлебца, который очень полезный и низкокалорийный, можно, наоборот, больше разнообразить рацион. Хотя я это делаю скорее для развлечения. Да нет, ну не только, потому что я хочу именно посредством, опять же, физических нагрузок, но супер правильного питания. Если раньше для меня там 48 килограмм вес считался нормальным, да, низким, но нормальным, не критичным, да, 45 это уже критично, но я хочу его сделать для себя обычным, стандартным весом, даже 44,9. Поэтому питание должно быть прям супер-супер полезным. И, в общем, приходится пока считать. Но мне это, опять же, эксперимент. Мне интересно, что будет.
Ну, плохого точно не будет. Масло кунжутное. Но это кто впервые на канале. Оно мне понравилось. Мне его подружка посоветовала, и я очень довольна. Думаю, что теперь я его и буду приобретать. Каша готова. В этот раз я добавлю в кашу яблоки. Ну, одно яблоко, финик, сливу и мед. Тоже, чтобы для разнообразия. По идее, да, все сахара, все сладкое лучше есть как можно раньше утром, до 12, потому что организм сахара во второй половине дня переваривает все. А яблоки эти вообще, конечно, классные, поскольку дачные. Тоже все натру. Терка вообще незаменимый помощник. Собака у меня тоже утром финики обязательно получает. 2 штучки, ну там грамм 10 получается. Но зато ему вкусняшка. Меда мне вообще хватает надолго. Я его покупаю в Верном. Кофе. Кофе классный. И бутерброд. Это куриная грудка, я ее заранее приготовила, по 50 грамм, порция дневная у меня. Тоже добавляю сюда. Получается разнообразный салат, и мне так удобно. Захотела, положила, поела. Но опять же, за счет наличия куриной грудки я все-таки стараюсь до 6 часов это все схомячить. А уже потом кефирчик с отрубями. Вода всегда быстро заканчивается. И сейчас я буду делать себе имбирную воду. Обычно я ее раньше готовлю, но сейчас руки не доходили. Кофе я, кстати говоря, поставила кофеварку еще с вечера. Засыпала и налила воды и на таймер поставила. Так что обычно я с телефона включаю из любого места, так как у меня Wi-Fi розетка. Но я решила себе совсем облегчить задачу, и как раньше у меня стоит на таймере и сама включается, сама выключается. То есть я примерно понимаю, когда я буду завтракать. Потому что все эти дни я заметила, пока провозишься, и потом понимаешь, что кофе-то надо варить. А тут уже вроде бы помогает рассчитывать время. Так, все протерла. Раковина. Ну, чтобы уже завтракать, а вокруг было чисто. И вода с имбирем и лимоном. Ну что ж, вот мой завтрак. Все как всегда. Овощи, фрукты, каша. Поставила собаке суп и себе для, опять же, салата кабачки. Это гречка собаки. И вот это кефир. Он растаял, разморозился, и получился такой творог. Ну, вкусная намазка, ну, на хлеб, например. Я промазала тортик, пирог ПП по рецепту Кати Путюковой. Вот, каждый кусочек там по 40 грамм примерно. Сыворотка, я сделаю блины из нее. Так, вот получились блины. Сейчас буду их, они остынут, сверну и заморожу. Потому что сейчас я их есть не буду. Я такое ем только по воскресеньям. Ну что ж, вот они. Все уже свернула их. Теперь надо будет в морозилку. Потом переложу в контейнер. Ну пусть будут, что сыворотку-то в помойку выбрасывать. И такой у меня перерыв на чай с кусочком полезного пирога, в котором, в общем-то, обезжиренный творог, овсянка, морковка, отруби, немного меда. Но в следующий раз я буду делать совсем-совсем ПП, то есть здесь не будет желтка, здесь не будет меда.
но тоже будет очень вкусно. А, здесь еще есть изюм. Но изюм я, конечно же, оставлю для разнообразия и пользы. Чай у меня с бананом. В метро Беляева выхожу, но у меня так есть время немножко в запасе. Я тут боялась, что приеду впритык, но нет. Все нормально, даже время еще достаточно. Можно не спешить, не бежать. Но лучше, конечно, поторопиться. Раньше начнем, раньше закончим. Зуб-то проблемный, я так подозреваю, вспоминая, сколько с ним в 16 или в 17 году возились. Сюрприз какой-то будет, вот прям вот чувствую. Ну вот, уже потихоньку приближаюсь. В теории сегодня последнее посещение, но если провозится долго, то, наверное, поскольку зуб проблемный, значит, в следующий раз еще приеду, потому что нужно будет зубной камень чистить. Обязательно. Ну, раз уж я нашла на это время, то зубным камнем тоже нужно расстаться. Потому что мне, по-моему, в 17 году или в 18 что ли, чистили. Это Капитолий, торговый центр, ну и вот клиника. Забежала в туалет. Тут очень уютненько, вообще хорошая клиника. Мне нравится. Я уже от метро Беляева иду, гуляю до Академической, как и в тот раз. Уже вечер, половина шестого точнее. Достаточно так прохладно, но нормально. Погулять хочу. Да, с зубом были проблемы. Проблема нашлась, почему так получилось в тот раз. Мне врач очень супер аккуратный, он в тот раз много раз снимки делал, в этот раз много снимки делал. И только в предпоследний снимок увидели 4-й канал. Это каким-то чудом произошло, то есть не 2, не 3, 4 канала, и он как бы 2 в 1 соединяются. И именно его ни снимок не показал, он не был найден в тот раз. И поэтому, когда вот у меня удаляли нерв, вот это было воспаление, вот этот канал не заметили. Но вот это такая моя особенность, видимо. И давал воспаление, ну а вследствие вообще проблемы, то есть, как я даже почитала и знаю, и цистит, и вот эту правую ногу крутила, плюс у меня патчи на правой стороне под глазами сохли быстрее, то есть где-то за час, а на левом глазу, под левым глазом 2,5-3 часа высыхали, то есть, значит, с правой стороны даже кожа суше и кровообращение было нарушено. Вот, и даже мимические морщинки с правой стороны, их больше. Ну, в общем, все исправили, но прописали антибиотики. Мне как бы прописали еще, можно не таблетки, можно уколы, но я решила, что пусть будут таблетки. Приехала домой, как бы уже из метро вышла, сейчас иду в магазин. Камера новая снимает вот так вечером. Я еще с настройками не разобралась, но, честно, мне не хочется сейчас доставать другую камеру, другой телефон. Антибиотики, слава богу, мне удалось купить. Буду с завтрашнего дня Максиклав принимать. Не самое лучшее, но что делать? В данном случае это лучше. Уже дома. Сейчас вот подготовила овощи на завтрашний день, а это переложила в контейнер эти самые блины. Сейчас снова уберу в холодильник, в морозилку. Вернувшись от зубного, я как раз-таки сходила в магазин, купила собаке Верном гречку за 65 рублей. Потом еще взяла лук, тоже себе и ему. Потом купила 2 огурца, один уже помыла, порезала, потому что завтра утром буду его
на терке натирать, ну и, соответственно, чтобы просто время не тратить зря. Еще купила манго. Я не помню, сколько стоили огурцы, по-моему, 60 чем-то рублей. Лук я тоже не смотрела, сколько стоил. Манго 199 рублей за килограмм. Ну, в общем-то, нормальная цена, поэтому решила взять. Еще взяла кефир, но он уже лежит в холодильнике. И забыла купить морковку. На завтра у меня как бы есть морковь. Нужно будет еще покупать. Но ее, кстати, мало. К тому же я поняла, что у меня на завтра мало отрубей. В общем, будет повод сходить в магазин, только надо сходить пораньше, потому что, когда я пришла уже ближе к вечеру, часов, наверное, было примерно 8, там вообще выбор был очень-очень маленький. А это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения и вдохновения во всем. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. До скорой встречи, пока-пока.